Здравствуйте, дорогие друзья, и я приветствую любителей турбореактивной газотурбинной тяги. В прошлом видеоролике у нас была пантомима по этому газотурбинному двигателю, ну а в этом хочется рассказать поподробней. Запускается он как газогенератор, но у него настолько избыточный компрессор и настолько мощная турбина, что может провернуть этот компрессор, что остается очень много свободного воздуха, который мы можем использовать открытием вот этого крана шарового. Сразу предупрежу людей, которые будут запускать в последующем, что просто так стартовать его нельзя. Нужно либо закрывать вот здесь отверстие, сейчас я закрываю краном, либо подключать его на нагрузку. Потому что в холостую выходит много воздуха, и движочек греется примерно на 100 градусов больше, чем должен. У меня вот здесь есть термометр. Он, правда, не совсем откалиброван, он показывает еще больше, чем надо. Но я в последующем подоткалибрую его более точно и будет четко показывать. Но сначала я, честно говоря, испугался. При первом запуске там до 1200 температура подскочила. Подключается он очень просто. Там всего два проводочка идут на термопары. Вот одна термопара, которая внутри сопла расположена. Вот вторая термопара. Все это дело я запараллелил и подключил. Боялся, что будет не очень хорошо показывать, но нет. Показывает прям отлично. Хорошо, что недолго он работал в этом состоянии, и очень хорошо, что на улице была минусовая температура. То есть он грелся все-таки не сильно, крыльчатка была всего лишь красная. Не желтая, не оранжевая, а красная. Это говорит о том, что температура, где-то 700 градусов была. Ну а сейчас установлен патрубок с шаровым краном. Когда кран перекрыт, вообще двигатель холодный, то есть, крыльчатка даже никаким цветом не обладает, не светится, даже в полной темноте. Излишки воздуха он сбрасывает вот здесь. Тут прям совсем маленький поток идет, вообще ничем не примечательный. Но если мы открываем вот этот кран, температурка, конечно, поднимается у двигателя, но здесь такой ядреный поток, друзья, это просто с ума сойти. Чтобы вы понимали, основная его характеристика – это производительность 0,4 килограмма воздуха в секунду. То есть, если мы берем какой-нибудь компрессор обычный, хотя бы наподобие моего вот этого, самого простого, то он вырабатывает 200 литров в минуту. Компрессора побольше, которыми уже можно малярку делать, красить детали на автомобилях, те уже 400 литров в минуту вырабатывают. А этот аппаратик вырабатывает 400 литров в секунду. Но, правда, у него есть одно не такое уж крутое свойство. Если те компрессора до 8 атмосфер качают, то этот примерно до 2. И все это дело еще зависит от погодных условий. Грубо говоря, в жару и на высоте, где воздух разреженный, он качает меньше. А если воздух плотный, холодный, да еще где-нибудь в низине, где он еще больше сжат, то там еще больше. Может аж до 2,5, а то и до 3 атмосфер раскачаться. Вот с этого патрубка, друзья, мы сразу получаем 400 литров в секунду, либо 24 тысячи литров в минуту. Это просто гигантский расход. Для чего же он нужен, спросите вы? Вообще, какая польза? Многие все время задаются вопросом. Польза здесь простая. Во-первых, это вспомогательная силовая установка, и служит она для запуска большого маршевого двигателя самолетного или вертолетного. Самолетный двигатель у меня есть. Если все хорошо пойдет, мы его будем запускать с помощью этой штуковины. А во-вторых, много чего можно крутить этим воздухом. А в-третьих, бывают варианты, где вместо обычного стартера, у меня, кстати, обычный стартер стоит, он может только раскручивать турбину на запуске. А бывает, здесь стоит стартер-генератор, и он может вырабатывать электроэнергию, когда агрегат запущен. На этот раз я сделал все по фэншую.
И аппарат у меня запускается просто нажатием одной единственной кнопочки. А еще у него есть 3 режима. Есть тумблер-выкол, ну и, соответственно, измеритель температуры. Хотелось бы еще измеритель напряжения поставить, потому что если оно довольно-таки низкое, агрегат АИ-9 может и не запуститься, к сожалению. Долго я, конечно, петлял здесь с этими проводами. Вот смотрите, что получилось, какая коса. Это все мое произведение. Подключены все агрегаты. Пользовался вот такой схемой. Кому интересно, можете поставить на паузу и разобраться. Тут на самом деле все довольно-таки просто. Есть автоматическая панель запуска. Вот она как обозначена. Вот она как выглядит на двигателе. Также здесь есть несколько мощных контакторов. Вот один, вот два, которые мне пришлось ваять самому. Это на силовую цепь, на питание стартера. Вот один контактор, он на 200 ампер. Вот второй, он на 400. На 200 ампер нужен для того, чтобы замкнуть сначала на резистор. Он дает ток примерно 100 ампер. И предварительно, буквально на 1-1,5 секунды подключает ротор. На малом токе проворачивает он немножко его, выбираются все зазоры на стартере и происходит безударное соединение электростартера с ротором турбины. Далее резко подключается полная нагрузка через 400-амперный контактор. Уже сделано где-то 40 циклов пуска. Мне все очень нравится, все прекрасно работает. Это, кстати, патрубок подвода топлива так торчит здесь. Можно подключать и стартовать. Топливная аппаратура находится снизу. Соленоид здесь есть подачи топлива основного. Есть также соленоид подачи пускового топлива. Вот он. Он подает топливо на пусковую форсунку. В ту же область идет еще и высоковольтный провод, который подходит к свече. Ну и, соответственно, как вы понимаете, подается пусковое топливо в малом количестве и тут же подается искра. Все это дело воспламеняется, немножко раскручивается, а потом уже подается основное топливо на вот эти форсунки. Их здесь 8 штук. Они расположены по кругу. Камера сгорания здесь очень хитрая, непростая. Работает она навстречу потоку. Получается, воздух заходит вот здесь по компрессору, сжимается. Выходит вот в это пространство сверху жаровой трубы и по отверстиям проникает внутрь жаровой трубы. Там это все дело вот здесь воспламеняется, горит, полностью сгорает в этой области, а в этой области подмешивается воздух холодный, чтобы понизить температуру и добавить массового расхода воздуха. Попадает на сопловой аппарат турбины, крутит турбину и вылетает в сопло. Все. Проходит через датчики температуры все показывают, и все прекрасно работает. И действительно, друзья, АИ-9 просто роскошно у меня работает. Даже не ожидал я, что будет так круто. Естественно, некоторое время у меня ушло на создание корпуса. Видите, сделал вот так с алюмишки, с профилей. Вообще хочу зашить его полностью листами. И нужно еще поставить сеточку на вход, чтобы никакой пакет не засосало там и всякий мусор, грязь. Потому что может ветер тот же подняться с пакетами, и все это может пройти через двигатель. Также довольно-таки много времени ушло на создание панели запуска. Измеритель температуры у меня был, а вот всяких переключателей и лампочек не было вообще. Собирал буквально по всему миру. По нитке. И папа мне привозил со своих запасов. И Женя койот мне давал там выключатели, лампочки. Мы там несколько часов на переборку его добра потратили. И к Диме на аэродром я ездил. Тоже там насыпали мне несколько вот таких переключателей. По-моему, 2 я и использовал. Это, конечно, было круто. А еще использовал высокотемпературную кремнистую изоляцию. Вот, смотрите, как она выглядит. Хитрая, вроде с виду простая коричневая изолента. Не синяя, друзья, но держит она мое почтение. Так она еще наматывается, как резина, а потом вулканизируется. Туда ни влага не будет проникать, ничего. Вообще супер вещь просто. Вверху все кнопки и переключатели, а также сигнальные лампы. Все, что есть на схеме,
Все упаковал вот в эти две коробки и на панель запуска. Постарался сделать максимально качественно. Провода не натянуты нигде, все довольно-таки свободно. Сделал даже батарейку отдельную на панель запуска, потому что стартерные батареи могут просаживаться, а внутри этой коробки должен крутиться моторчик, который отсчитывает тайминги запуска. И если батарея просадилась, основная аккумуляторная, которая на стартере, то моторчик очень медленно крутится и все замедляется. И в итоге может долго выходить на режим и не скоро отключиться. Все это дело, короче, может пойти что-то не так. Штука довольно-таки сложная, но очень классно работает. Как я уже и говорил, в этом ВСУ АИ-9 есть 3 режима работы. Холодная прокрутка. При этом режиме работает стартер с 2 контакторами. Топливо при этом и искра не подается. Можно оценить, насколько хорошо вывозят аккумуляторы. То есть, насколько они заряжены, какая просадка и так далее. Далее есть у нас ложный запуск. Это вот это положение. При ложном запуске тоже работает стартер. Все крутится. Подается топливо, но не подается искра для поджигания этого топлива. Ну и, соответственно, есть режим запуска, когда все крутится и все подается. Вот сейчас включился на реле стартер. Ну, он же и замкнулся. Также слышно было, как работала искра. Клапана, соленоиды, не знаю, как вам продемонстрировать. В общем, в прошлом видео я все постарался наглядно снять. Потому что тут все клацает со всех сторон, что-то одновременно, что-то по-разному. Внутри автоматической панели запуска стоит моторчик с кулачками. А эти кулачки работают по вот такому алгоритму. Контролируют 7 процессов. То есть они и соленоиды открывают, закрывают, и на контакторы подают на определенное время. Также на искру. Потом там все это еще завязано с аварийными режимами. Если, например, что-то пошло не так, двигатель не запустился, либо наоборот очень хорошо запустился, что обороты превышают номинальные, то он выключается, переходит в аварийный режим. Вот это, кстати, кнопка включается при аварийном превышении оборотов. Пока еще такого не было. У меня как-то наоборот не дотягивают обороты, бывает. Все работает прекрасно, но лампочка эта то загорается, то тухнет. Есть такой небольшой нюанс. Моторчик с кулачками выглядит примерно вот так. Это немножко от другой панели запуска, но смысл тот же самый. Вот они кулачки. Здесь стояли микрики, я их поснимал для нужд мастерской. Ну вот остатки, вот они. Рычаги, на которые давят кулачки и нажимают на кнопку. Больше всего я счастлив, что загорается вот эта лампочка, давление масла. Кстати, здесь по-хитрому, здесь лампочка загорается, когда нормальное масло, а не тухнет. Изначально я испугался, думал, раз загорелась лампочка, значит давление низкое. Но нет, ребята, тут вот наоборот, не так, как в автомобиле. Почему-то сделано. Немножко нелогично, на мой взгляд. Заправил хорошим маслом. Лампа загорается уже при давлении 1,5 атмосфер. И до 5 атмосфер это нормальное давление масла, насколько я помню. Заливал турбо-никойл с железной банки. Экономить не стал. И что самое еще классное, что оно не уходит. Работает и работает. Не более 150 грамм должно уходить за час работы двигателя. Вот так, я считаю, это очень здорово и очень великолепно. Для тех, кто будет запускать, хочу сразу предостеречь. Самое главное, чтобы аккумы были хорошо заряжены. Так как я использую 2 автомобильных аккумулятора, они уже не дотягивают по напряжению. Здесь, по идее, 27 вольт должно быть. Но тут есть рамки дозволенного. Я уж не помню, какая минималка, по-моему, 22 или 24 вольта на минималках должно быть. Ну, в минималке мы влазим с автомобильными аккумами. Я использую вот такие. Постоянно они у меня на подзарядке. Предостерегаю, ребята, очень сильно предостерегаю, чтобы они были полностью заряжены и подключались очень хорошими, качественными, ну, то есть очень толстыми проводами.
Иначе при первых запусках вы можете просто спалить, перегреть этот движок, как и любой другой. Чем быстрее раскручивается ротор, тем лучше для двигателя. Потому что циклы включения всех реле, питания, топлива и поджига, они рассчитаны на хорошее питание, а не на посредственное. На одном из двигателей подобного типа я уже обжигался. Когда мы хотели с одного вообще аккумулятора запускать, и у нас это даже получилось, но движок очень сильно нагрелся. Что не есть хорошо для его дальнейшей жизни. Основной нагрузкой служит воздушный стартер. На него я делал обзорчик. Кому интересно, можете найти и посмотреть. Ну, либо я дам ссылочку в описании. Вот такой агрегат, друзья. Видите? С этого вала, обратите внимание на размер относительно руки, можно снимать 30 лошадей. Он подключается к двигателю маршевому АИ-25. Его я вам тоже сегодня покажу мельком. Вдруг вы еще не видели. А подключается он вот сюда, на этот конец. Я уже здесь подготавливаю, сделаю уплотнение, герметизирую здесь, пока у меня нет таких разъемов. Ну, все можно будет переделать, если что, попозже. Нам главное сейчас стартануть все это дело, хотя бы крутнуть, попробовать большой двигатель. Потому что ВСУшка уже запускается, и уже мы что-то можем делать. Вон она там внутри, турбинка крутится. Воздух попадает вот сюда. Благодаря вот этим двум соленоидам открывается клапан. И автоматом на ВСУ тоже открывается клапан. И воздух идет вот туда, раскручивает турбину. Там внутри планетарный редуктор очень крутой. Ну, в общем, посмотрите. Перейдете по ссылочке, кому интересно. Я, если честно, не понимал, в чем же здесь автоматика, как она работает изначально. Но теперь абсолютно точно понимаю. Если у нас открытая нагрузка, то воздух будет идти вот так. Там внутри есть клапан такой вот, который просто открывается. За счет каких-то сил, более таких ювелирных, что-то на что-то давит, там и открывается. Ну, а если мы закрываем, все равно надо с него стравливать воздух с движка. И он стравливается через вот этот клапан. Ну, как-то он тут устроен, что он очень хорошо рассеивает, распыляет воздух в разные стороны. Не создается никакой дикой струи. Потому что если здесь мы открываем, ну просто термоядерная струя, адская просто, чувствуются все 24 тысячи литров в минуту. Снабдил краном таким шаровым, он здесь не нужен, но так как я могу и другую нагрузку подключать, не только лишь маршевый двигатель, то я думаю, он нам будет полезен. Мы можем кое-что тестировать иногда. Ну что ж, давайте спустим его уже с небес на землю. Все подключу и покажу, как работает. Даже покажу вам самый первый запуск. Мы его снимали, и он у меня есть. Надо сильнее аккумуляторы мертвые. Ну да, еле он разошелся. Да, надо быстрее. Заброс температуры. Ну, первый раз он часто такой непредсказуемый. А сейчас уже сознанием дела мы попробуем все по фэншую сделать. Сделаю пару ложных запусков. Прокачаю топливную систему. А потом будем стартовать. Включаем насос. И делаем ложный запуск. Кстати, так, мне кажется, можно налить много керосина туда. По идее, не должны. Все. Сейчас все стартанет. Видели, крыльчатка сначала потихоньку, а потом резко. Керосином запахло, но не сказать, что сильно.
Все-таки сделал 2 ложных запуска на всякий случай. Хотя я так подумал, по идее должно и одного хватать. Потому что он не выходит на обороты и крутится гораздо дольше, нежели если уже пусковой режим с поджиганием. Но все приходит с опытом, друзья. Видно, что движок мокрый от керосина. Сейчас будет прилично огня. Самый интересный пуск будет. Теперь показываю, насколько все просто. Все. Топливо пошло. Включаем в режим пуска и нажимаю кнопку. Все, убегаем. Как я и предполагал, много огня. Летит какой-то песок. Останавливает движок. Да, конечно, копоти жестко дали. Летели искры с двигателя, но я это могу объяснить. Дело в том, что как-то тянет воздух. Видите, сколько пыли образовалось. Какие-то завихрения и тянет пыль в двигатель. Честно говоря, даже не могу понять, откуда эти камни. Видимо, вот с этого патрубка воздух резко выходит, отбивает куда-то пыль, и пыль залетает прям вот сюда. Вокруг пролетает и в движок попадает на впуск. Надо его вытаскивать на улицу. Так и есть, посмотри, как почистила, все туда летит, залетает. Следующим очень важным и знаковым шагом должна стать прокрутка большого маршевого двигателя вот этими вот всеми компонентами, что мы смотрели сегодня. Ну а у меня на этом все. Кому было интересно, а самое главное полезно, подписывайтесь на канал и пробейте 2 в колокол. Всем пока, до новых встреч, друзья!